Здравствуйте, дорогие друзья и подруги по вязанию! Сегодня я хочу вместе с вами связать вот такую вот миленькую шапочку с оленями по бесплатному описанию Drops Design. Ссылку на это описание я оставила внизу под видео. Она вроде бы как детская. Здесь есть описание на разные размеры, но при желании можно связать и на себя. Я буду вязать на себя. Описание на английском языке, но при желании его можно перевести Google Translate. Я же просто буду визуализировать то, что там написано. Для вязания шапки дизайнеры, естественно, рекомендуют пряжу производителя. Но я взяла Газаль Baby Wool XL. Эта пряжа меня никогда не подводила, и она соответствует по толщине предлагаемой пряжи. Я выбрала, соответственно, цвета красный, белый и бежевый. Темнее я не нашла, к сожалению, цвета, но, как впоследствии вы увидите, он тоже подходит. Для работы я использовала те же рекомендуемые автором спицы 3 и 3,5 мм. 3 для резинки, 3,5 мм для всей остальной шапки. Набор на спицы я делаю свой любимый, английский. Он меня пока еще не подводил. Набираю я 120 петель. Не только потому, что так написано в описании, а еще и потому, что я посчитала, что у меня объем головы 56 петель, а плотность, которая необходима по описанию, 22 петли. 56 умножить на 2,2 получаем 123,2. Я округляю до самого близкого мне нужного значения, это 120. 12 петель у нас будет рисунок, и также количество 120 делится на 4, что необходимо для резинки 2 на 2. Для того, чтобы по 100 раз не пересчитывать, сколько же я набрала петель, для более простого контроля их количества я каждые 10 набранных петель вешаю маркер, что и вам советую. 120 петель на спицах. Теперь нужно их соединить. Соединение производится, кто не знает, как это делать, смотрите внимательно. Снимается первая набранная петля, и через нее, как бы над ней, проводится последняя набранная петля и спускается. Теперь ниточку подтягиваем, затягиваем, и вот соединение готово. Теперь петлю нужно вернуть на спицу. Теперь я повешу на начало ряда какой-нибудь отличающийся от всех маркер. Вот, например, вот такое колечко. И далее с этого момента вяжем резинку 2 на 2. Смотрим по описанию. Нужно связать примерно 3 сантиметра. Далее, в следующем ряду дизайнер рекомендует сделать 12 убавок, равномерно распределив их по всему ряду.
Объясняет он это тем, что так резинка получается не слишком тугой. Связав полностью всю шапку, могу вам точно сказать, что резинка тугой не получается никак. Поэтому, если не хотите делать убавки эти, не делайте их. Таким образом, если вы убавите 12 петель, например, у вас уйдет из объема один паттерн. И вот я провязала весь ряд. Далее нам нужно обратиться к схеме, там, где у нас олень. И смотря в эту схему, мы видим, что первый ряд у нас идет красным цветом. Смотрим условные обозначения. Значит, рисочка это красный, крестик это светло-коричневый, в моем случае бежевый, и просто белая клеточка это белый. Провязываем один ряд красным. Следующий ряд смотрим. Идут 2 красные, 1 белая, 3 красных, 1 белая, 3 красных, 1 белая. Значит, вот вяжем 3 красных и присоединяем белую нить. 1 белая. Так, белую я возьму в правую руку, а красная у меня останется в левой. 3 красные, 1 белая, 3 красные, 1 белая. Как я говорю во всех видео, в которых я вяжу жаккард, проверяйте натяжение. Лучше берите вот так вот и растягивайте полотно по спице, чтобы эти протяжки не стягивали. И продолжаем вязать 3 красных. И, конечно, не сильно растягивайте. Все должно быть умеренно. Если вы будете сильно растягивать, то будут слишком большие белые петельки. Из-за того, что будут слишком длинные протяжки. Это все, конечно же, появляется понимание с опытом. Ну, я стараюсь вам на словах хотя бы передать свой. Если бы я могла силой мысли передать вам все, что я знаю через экран, я бы это сделала. Ну, пока стараюсь вот. Пока не изобрели передачу мыслей, стараюсь все рассказать на словах, как я это знаю и как я это понимаю. Вяжем до конца ряда. Далее смотрим третий ряд. Третий ряд у нас 1 красная, 3 белых, красная, 3 белых, красная, 3 белых. Вяжем. Переходы между рядами я никак не исправляю, да их и сейчас и не видно будет. Просто продолжаю вязать, как показано на схеме. В этом месте я поменяю нити местами и возьму белую нить в левую руку, а красную в правую, потому что сейчас я больше буду работать белой нитью. Так, 3 белых. Одна красная, 3 белых, 1 красная, 3 белых. Проверяем, как у нас тут натяжение. Вроде бы все отлично.
Продолжаем. 1 красная, 3 белых до конца ряда. Итак, вот третий ряд. И теперь смотрим схему. Значит, я вижу, что следующий четвертый и следующий за ним пятый ряд просто провязываются пряжей белого цвета. И на этом моменте можно обрезать красную нить. Она нам понадобится только в районе макушки и для носиков. Пока что с ней мы закончили работу. Вяжем 2 ряда белой пряжей. Смотрим дальше в схему и видим 6-й ряд, в котором крестики это у нас светло-коричневый. Первая петля у нас идет коричневая, потом 4 белых. Так, белого больше, поэтому белый нужно взять в левую руку. Раз, два, три, 4, 3 бежевых, и 4 белых. 3, 4. И так далее до конца ряда. Далее смотрим следующий ряд. У нас 7-й. И получается идет белая, бежевая, 2 белых, 5 бежевых, 2 белых и бежевая. Я вижу, что тут идет подряд 5 белых петелек. Это не очень хорошо, поэтому нужно перекрестить ниточки, чтобы не было длинной протяжки. И провязываю обратно с предыдущего ряда. И теперь первую белую. Так, дальше идет бежевая. Две белые. Три. 5 бежевых. Раз. Два. Три. Здесь ниточки нужно перекрестить. Я стараюсь протяжки больше 4 петель не давать. А если 5, то уже, конечно, лучше перекрещивать. 3, 4, 5. Теперь белой. 2. Раз. Два. Так, тут длинная петля какая-то получается. И смотрим, как вообще у нас протяжки. Хорошие протяжки. Так. И теперь бежевая, белая, снова бежевая. И тут, я так понимаю, такая звездочка образуется. Вот здесь уже видно, как начинается голова. И здесь звездочки. Две белые. Смотрим в рисунок. 5 бежевых. 3. Перекрещиваем ниточки.
Провязываем белой 2. И тут звездочка, бежевая, белая, бежевая. И так дальше до конца ряда. 8 ряд. 1 бежевая, 3 белых, 5 бежевых, 3 белых. Вот что у нас пока что получается. Так, бежевая, 3 белых, бежевая, 1, 2, 3. Хочу, кстати, уточнить, что перекрещивания вот эти вот лучше не делать в одном и том же месте, потому что их может быть потом видно. Заметно, что тут что-то есть. Поэтому если вы перекрещивали, например, в предыдущем ряду 3, а потом 2, то лучше в следующем ряду сделать 2, после них перекрещивать и провязывать 3. Хотя бы чередовать. Вот. И теперь 3 белых. В общем, лучше в одном и том же месте не перекрещивать. 3 белых, бежевая, опять 3 белых, и здесь мы тоже так же делали. Провязали 3, потом перекрестили нити и 2. Значит, в этот раз делаем, провязываем 2, перекрещиваем, потом 3. Вот так. И так вяжем до конца ряда. Смотрим, значит, схему. Следующий ряд у нас 9. И в нем я уже вижу, что будет одна большая протяжка. То есть, если вы до этого игнорировали перекрещивание петель, перекрещивание нитей, то теперь все-таки придется это делать. Потому что у нас идет, смотрите, 4 белых, потом 5 бежевых и 3 белых. Но в конце концов паттерны встречаются, и получается подряд 7 белых. А это уже очень большая протяжка, которую нельзя допускать. Смотрим, значит, три белых у нас здесь на спице. И я, наверное, уже перекрещу. Вот так вот. И вяжу. 1, 2, 3, 4. То есть у нас тут между головами оленей никаких звездочек уже нет, просто идет белая пряжа. Дальше бежевый. 1, 2. Так как в предыдущем ряду мы перекрещивали после 2 петли, здесь перекрещиваем после 3. 4, 5. Вот. А дальше идет вот этот промежуток 7 петель. Мне удобнее держать основную нить в левой руке. 1, 2. И лучше вот эти перекрещивания нити не делать в местах смены цвета.
То есть вот смотрите, всего у нас 7 петель. Значит, 2 провязали беленькие, перекрестили. Здесь провязали 1, 2, 3, перекрестили. 1, 2. И так вот дальше вяжем. Здесь уже бежевые. 1, 2. Здесь мы перекрещивали, значит, перекрещиваем после следующей петли. 1, 2. И здесь точно так же. 2, 3, 2. И так до конца ряда. Следующие 10 и 11 ряды абсолютно одинаковые. И что здесь? Вяжем их тоже точно так же, только соблюдаем принцип, что лучше не перекрещивать нити там, где они уже были перекрещены в предыдущем ряду. То есть лучше сместиться хотя бы на одну петельку в ту или в другую сторону. Так, и вот мы дошли до ряда с глазками. Тут мы вяжем, получается, 4 белых, 1 бежевая, белая, бежевая, белая, бежевая и 3 белых. И опять-таки получается расстояние между, промежуток между оленями 7 петель. Внимательно следите за натяжением, чтобы петли были одинакового размера. И продолжаем так до конца ряда. Следующие 3 ряда похожи по своей сути на 5, 6, 7, тем, что в них снова появляется звездочка. И вот здесь вот тот самый случай, когда смена цвета идет через петлю, значит, тут можно или пренебречь перекрещиваниями, просто вот так вот оставить длинную протяжку на 5 петель, или все-таки перекрещивание сделать, но иметь в виду, что в этом месте, скорее всего, его будет видно. Я, как говорится, пойду на риск и не буду ничего перекрещивать. Все-таки это шапка, а не вещь, которую нужно будет продевать через руки, ноги. То есть маловероятно, что протяжка зацепится за что-то. Я провяжу эти 3 ряда и тогда уже включусь. И с вами вместе будем провязывать рожки. В принципе, кто хочет, кто уже разобрался, что к чему, может довязывать сам по схеме. Тут ничего сложного нет. Просто помните, что рисочки это красная, нить, крестики бежевая и белая. Белые квадратики это белое. Если вы первый раз вяжете жаккард, и вам кажется, что вязание слишком стянуто, то вот если вот оно в таком виде, то это не слишком стянуто, это нормально. Если вы можете растянуть рисунок вот так вот, и он становится плоским, то все у вас нормально. Вы потом пропарите, постираете, и петельки улягутся, и все будет красиво. Естественно, если у вас прям сильно стянуто, вы растягиваете полотно, и оно не выравнивается, то да, нужно перевязывать, вы, скорее всего, слишком затянули протяжки. Ну, и если вы растягиваете, у вас прям дырки, ну, можно, конечно, так оставить. Это лучше, чем стянуто. Но опять-таки лучше перевязать и внимательно следить за натяжением нитей.
Далее мы переходим к вязанию рожек. Тут, в принципе, тоже ничего сложного нет. Просто нужно вовремя чередовать нить. Схема перед вами. Вот я начну следующий ряд, в котором 4, вот начинается он, 4 белые петли, далее 1 бежевая, 3 белые. Видно, да, как рожки начинают расти у оленя из головы? Можно отследить, как правильно вы вяжете. Все-таки же здесь получается логичный рисунок. Мы не просто вяжем какие-то пятна. И вот здесь опять-таки рог. И дальше промежуток между ними получается 7 петель. Вот вяжем 1, 2. Так как здесь вот смена цвета, не забываем, что лучше здесь перекрещивание петель не делать, перекрещивание нитей. Значит, вот за петлю до делаем, перекрестили, провязываем вот здесь вот 3, прошли эту смену нити и перекрещиваем нити снова и вяжем еще 2. И вот здесь вот уже у оленя рог. Вот он. 1, бежевая нить, 3 белые. Мы как будто бы рисуем пряжей. И бежевая. И далее, так как я вам перед этим показывала, 2 белые. Перекрещиваем. 3 белые. Вот мы проходим эту смену нити. И снова перекрещиваем. И снова, да, перекрещиваем и провязываем 2. Не забываем смотреть в схему, напоминать себе, как у нас идет рисунок. Бежевая, 3 белые. Бежевая. И так далее до конца ряда, руководствуясь схемой, провязываем. Вот я провязала всех оленей. Вот как это выглядит. Олени пока еще какие-то такие грустные. Это, наверное, все потому, что они без носов. Далее, после оленя, после окончания рогов, 1 ряд нужно провязать белой нитью. И бежевую пока что не обрезаем. Ряд белой нитью провязан. Теперь переходим к следующему ряду. Вот эти рисочки означают красную нить. Значит, нам нужно вернуться к красному клубочку. Первая же петля красная. Эти нити нужно придерживать. Смотрим, как. Пусть хвостик будет немножко длинным. Ничего страшного. Провязываем первую петлю красным. Следующая у нас белая. Можно как-то отложить в сторонку бежевая, она нам не понадобится. Красную я возьму сейчас в правую руку, белую в левую. И так вот вяжем. Красная, потом 3 белых. Красная, 3 белых. Красная, 3 белых. И так далее до конца ряда.
Не забывайте о правильном натяжении нити. Следующий ряд выглядит как бы наоборот. 3 красных и 1 белая. Начинается ряд с 2 красных. Смотрим. Эту ниточку придерживаем и вяжем. 2 красные. Так. Белая. 3 красные. Проверяем натяжение нити обязательно. Я не устану это повторять. Это нужно делать постоянно. 1 белая, 3 красные. И так вяжем до конца ряда. Ряд провязан. И теперь смотрим в схему. И что мы видим? Что белая нить нам больше не понадобится. И ее можно обрезать. Теперь, согласно схеме, мы вводим обратно в работу бежевую нить. Я ее не обрезала. Кто обрезал, может ее присоединять обратно. И первая петля как раз бежевая. Проверьте натяжение. И провязываем. Так. Красная пока что нить остается в левой руке. И провязываем ею 3 петли. Дальше бежевая, 3 красные, бежевая и в таком порядке до конца ряда. Следующий ряд мы вяжем наоборот. Получается 2 бежевые, можно поменять местами нити, 2 бежевые, 1 красная, 3 бежевые, 1 красная, 3 бежевые и так до конца ряда. Ряд провязан. И теперь снова смотрим схему. В схеме мы видим, что осталось еще 3 ряда крестиков, то есть бежевой пряжи. То есть это означает, что красную пряжу можно обрезать. Осталась у нас одна единственная бежевая пряжа. И согласно схеме нам нужно провязать ее 3 ряда. Так, схема у нас закончилась. Теперь нужно читать описание. Так, когда этот кусочек будет 14-16 сантиметров, повесьте 6 маркеров. Нужно будет разделить количество петель на 6 частей. А пока что, значит, нужно провязать еще
4 сантиметра в моем случае. 3 или 4 сантиметра. Я сейчас решу по ходу. Наверное, 3. Итак, я провязала еще 3 сантиметра, что у меня заняло 9 рядов. И теперь у меня высота шапки 16 сантиметров. Теперь описание нам говорит, что нужно повесить 6 маркеров, чтобы разделить вязание на 6 частей. Значит, у меня здесь 120 петель. 120 делить на 6, получаем 20. У меня получается по 20 петель. Вот я их и отмерю. 10, 15, 20. 10, 15. Значит так, сейчас доходим до убавки. После маркера, значит, что пишется? Снять одну, провязать и продеть провязанную через снятую. Вот так раз. Вот такая убавка. И так сделать во всех местах, где висят маркеры, и включая начало ряда. Здесь можно было, кстати, тоже в начале ряда так сделать. Ну, я сделаю уже в конце. Это был первый ряд убавок. Всего таких рядов убавок должно быть 6. И после каждого ряда убавок нужно провязать еще один ряд. Просто без изменений, просто провязать ряд. То есть всего 12 рядов. Так, вот я сделала 6 убавок. Всего получилось у меня 12 рядов, как я и говорила. Теперь смотрим в описании, и там пишется, что после этого нужно делать убавки в каждом ряду и тоже 6 раз. То есть нужно провязать еще 6 рядов с убавками в каждом ряду. Вот количество петель у меня уже значительно уменьшилось, и я перешла на обоюдоострые спицы. Я вяжу на 3. В каждом сегменте у меня осталось по 7. Одну я убавку еще не довязала. Вот по 7. Перенесу сюда. И теперь смотрим дальше в описании. И мне пишется, что в нем написано, что в следующем ряду нужно провязать все петли вместе. Я так понимаю, по 2. Потому что здесь написано 36, остается 18, 36 делить на 2, 18. Значит, верну обратно сюда. Один ряд провязываем петли по 2. Просто каждые 2 петли вместе. Я буду хорошо подтягивать, чтобы не оставалось дырочек. Вот так вот. 2 петли, каждые 2 петли вместе. Так, готово. Ну и все. И теперь можно обрезать нить, продеть ее через оставшиеся петли и затянуть макушку и спрятать кончики. Я беру вот такую иглу
широким ушком и просто снимаю на нее все петли. И вывожу сразу наизнанку и хорошо затягиваю. И смотрим, хорошенько затянули. И прошиваем вот так насквозь. Несколько раз, чтобы хорошо закрепилась нить, чтобы ничего никуда не убежало. Вот такая получается макушка. Можно уже хорошо растянуть, посмотреть, что получилось, какие получились олени. И закрепить ниточку здесь. Здесь вообще везде надо будет закрепить ниточки. Так, носики. Будем разбираться с носиками. Нужно взять крючок 3 миллиметра и красную пряжу. Так, и делаем носик. Вяжем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. В первую вкалываем крючок, делаем накид, и в первую вкалываем крючок и провязываем этот столбик с одним накидом. Вытягиваем ниточку, обрезаем. Всего у меня 10 оленей, поэтому 10 носиков нужно сделать. Делаем 10 носиков. Так, вот 10 носиков. Будем разбираться, как их прикрепить. Сначала я ввожу крючок куда? Вот сюда, сюда, куда я хочу. Сейчас вводим крючок сюда, затягиваем ниточку вовнутрь. Раз. И потом в петлю, которая ниже. Сейчас мне неудобно. Вот. Вот так. Вот такой получается. Носяра прямо. Носик носяра. Вообще прикольно. И завязываем. Чтобы ниточка не распускалась здесь. Ткацкий узел нам не поможет, поэтому сделаем так. Раз, два. Такой двойной. И опять. Раз, два. После стирки, я думаю, что волокна между собой там скатаются и закрепятся. Прикольно. Мне нравится. Значит, я ввожу крючок не между глазами, не сразу ниже, а вот пропускаю одну петельку и ввожу ниточку. Вытягиваю на обратную сторону и ввожу крючок в петельку под той петлей, в которую уже ввели нитку, и тоже вытягиваю. Вот так. И закрепляю. Раз, два. Затягиваю. Вот так. И так вот поставим все 10 носиков.
Вот, все носики я прикрепила, и вот такая шапочка получилась. Остается только провести ВТО, чтобы шапочка немножко распушилась, петельки улеглись и расправился рисунок. Также можно немножко пропарить утюжком. Не забывайте, что такие вещи нужно стирать правильным порошком на правильной программе в машинке, если вы стираете в машинке, или руками. Стирайте не обязательно с мылом, но можно немножечко, чуть-чуть добавить кондиционер, но немного, иначе шапка растянется слишком сильно. Если вам понравилось со мной вязать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Впереди будет еще много интересного и полезного. Пока! Всех с наступающими!